В небольшом городском кафе царила привычная суета. Люди пили кофе, кто-то листал ленту в телефоне, кто-то разговаривал вполголоса. У окна сидела женщина в инвалидной коляске с книгой в руках. Ее лицо было спокойным, взгляд сосредоточенным. Она никому не мешала и никого не замечала. Дверь распахнулась, и внутрь ввалились трое подростков. Громкие, насмешливые, с энергией, которой некуда было девать. Пройдя мимо женщины, один из них повернул голову, хихикнул, что-то сказал друзьям. Те засмеялись. Смех был нарочито громким, язвительным. Они сели за соседний столик, продолжая отпускать грубые, колкие замечания в сторону женщины. Никто не вмешивался, кто-то просто отводил глаза, кто-то делал вид, что не слышит. Женщина все так же сидела неподвижно, лишь крепче сжала пальцы на обложке книги. И вдруг все изменилось. В кафе вошел высокий мужчина в строгом костюме. Его шаги были твердыми, уверенными. Он сразу направился к женщине. Подошел, обнял ее за плечи, наклонился, сказал что-то тихо. Потом выпрямился и оглядел помещение. Взгляд его остановился на подростках. Его лицо оставалось спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась угроза. Он достал из внутреннего кармана кожаное удостоверение и показал его, не произнося ни слова. Символы на нем были знакомы каждому Федеральное бюро расследований. Подростки замерли. Их уверенность растаяла за секунды. Один из них попытался выдавить из себя улыбку, другой потупил взгляд. Но мужчина молча стоял, не делая ни шага навстречу. Женщина что-то сказала ему, тихо, почти шепотом. Один из посетителей подтвердил услышанное. Бариста кивнула. Все было ясно. Подростки начали мямлить извинения. Они не пытались оправдаться, лишь жалко закивали, потом стремительно поднялись и, не оглядываясь, покинули кафе. Когда дверь за ними захлопнулась, в помещении наступила странная тишина. Мужчина снова сел рядом с женщиной. Она посмотрела на него, и в ее глазах сквозь усталость проскользнуло облегчение. Снаружи шел дождь. За окнами торопливо бежали люди. А внутри за стеклом сидели двое молча, рядом. И этого было достаточно.